Всем героям большой-большой привет! Сегодня у нас с вами в обзоре тыквенный мрак. Скажу сразу, честно, не играл за него, вообще не пробовал, не тестировал. Открыл до 120 уровня, его довел и все. Вообще ни в каких режимах. Сейчас будет обзор такой, прям первое впечатление. Итак, я думаю, что все прекрасно понимают, для чего тыква нужна в игре, что она дает, какие плюшки, какие преимущества от нее можно получить и нужно получить. Давайте разбираться подробнее. По традиции сейчас пробежимся по уровням, посмотрим, что там у нас, какие привилегии, какие усиления и так далее. Итак, у нас уклон идет на физический урон, небольшая прибавка к защите, скорость передвижения стандарт, сложность у нас легко. Здесь, в принципе, все понятно, все стандартно, ничего такого необычного нет. А вот по уровням у нас идет сокращение перезарядки, добавляется один физический снаряд, плюс еще один снаряд общий. И вот глобальное усиление, значит, все герои у нас получают урон 12,5%, дважды, трижды получается, да, 50, 70 и 120 усиление, вот это вот уровень. 120, 50, 70, я извиняюсь. Вот. И самое главное, что на 90 уровне у нас все герои, разделяющие фракцию, а фракция у нас вот такая вот избранная, да, то есть отдельная фракция, где Дед Мороз, Баварец там и Императрица, ну вы знаете, Лепрекон. Вот самое важное, что вот этот буст мы с вами забираем, плюс 50%, это очень много. Игроки эту тему обсуждали и не раз обсуждали. Кто-то даже говорил, что ребята, пожалуйста, не говорите об этом разработчикам. Скорее всего, здесь какая-то ошибка. То есть должно быть понимание того, что вот насколько сильно вот этот показатель влияет на будущее по добыванию ресурсов в игре именно вами. И очень будет хорошо, если у вас есть баварец, и у баварца открыт 140 уровень. То есть мы с вами, если будем фармить именно сферы, а сферы для нас это ресурс, которого, как обычно, вечно не хватает. То есть мы прокачиваем постоянно кого-то, что-то где-то открываем, сферы эти нужны, и их вечно не хватает. И вот как раз таки с тыквой нам будет с вами намного легче. И я не могу сказать, что видел, что где-то его прям тыкву, я имею в виду, активно используют в каком-то из определенных режимов. Слышал, что в войнах фракции, нет, не в войнах фракции, там этого не может быть. Слышал, что кто-то пробует в подземелье там что-то проходить. Ну, скорее всего, это, конечно, ошибочное мнение, потому что там, в принципе, все понятно, за кого, где, кем играть и так далее. Поэтому тыква тут, в принципе, тоже все стандартно. Вы открыли, вы прокачали, вы положили, вы забыли. Все. Ну, естественно, если у вас никакой альтернативы нет, и там есть у вас, допустим, стандартный набор Тайный маг, рыцарь, там, темный рейнджер и так далее, и вот первый ваш открытый герой, ну, скорее всего, вы в него влюбитесь, потому что, в принципе, это что-то необычное, это открытое, это новое, альтернативы нет, и приходится вот играть за то, что есть. Итак, взрывные бомбы, огненные стрелы и пылающие тыквы. Тыквенный мрак посеет среди врагов истинный хаос Хэллоуина. Вот такое у нас описание оружия. И давайте пробежимся по скиллам. Тыквенный мрак бросает множество небольших бомб, которые наносят 720% урона. И вот если мы его до 5 уровня с вами доведем, то у нас этот показатель будет равен, ну, 11 тысяч округлим, да? 11 тысяч процентов урона. Дальше. Проклятые стрелы. Тыквенный мрак выстреливает большие горящие стрелы в разные стороны. Каждые полсекунды из стрел вырывается зловещая волна. И сама стрела и зловещая волна наносят 120% урона на первом уровне. И опять же, если мы его доведем до 5 уровня, то этот показатель у нас будет почти 2000%. Ну, ни много ни мало, скажем так. И вот ульта.
Ярость тыквенного мрака. Все убийства оружием заполняют шкалу. При полном заполнении тыквенный мрак создает 5 фонарей. Фонари извергают пламя, нанося врагам 170% урона каждые 0,2 секунды. Ну и естественно, если мы этот показатель будем прокачивать, то показатель урона у нас растет, ну, практически там в 20 раз, чуть меньше. Ну, все это как бы вот для чего сделано? В принципе, я вот на мой взгляд, ну, мне вот, например, нет смысла его прокачивать, тыкву, да, потому что, ну, понятное дело, что я знаю, где и кем играть, и тыква это у нас дополняющий персонаж, который усиливает баварца. И, соответственно, в принципе, в прокачке вот этих вот скиллов особо смысла-то и нет. Ну, потому что мы не собираемся на нем наносить какой-то там огромный урон. Босса мы точно бить на нем не пойдем. Можно попробовать, но мне кажется, в этом абсолютно нет никакого смысла. Итак, давайте здесь долго с вами задерживаться не будем. Перейдем в кузницу, посмотрим, что у нас там. Физическое оружие стреляет стрелами, которые расщепляются на несколько снарядов после попадания в первого врага. Ну, в принципе, звучит интересно, но все это нужно проверять. В любом случае нужно тестировать. И вот сейчас вот первое впечатление мы с вами обязательно запустим. Взрывное пугало. Страшное взрывное пугало, которое питается душами поверженных врагов. Чем больше душ оно поглощает, тем сильнее эффект. Не могу ничего по этому поводу сказать, не проверял. Кузницу на тыкву ввели относительно недавно. Прям еще так интересно у нас совпало. В гильдии один игрок жаловался, что разработчики вот этих персонажей новых клепают, а тем героям, которые у нас открыты уже давно, кузницу им не добавляют. И вот он говорит, вот хотя бы той же самой тыкве сделали бы кузницу. И тут вот прям день-два проходит, и я ему говорю, ты видел, там кузницу сделали, тебя услышали. Он, о, все, молчу, больше претензий никаких нет. Итак, что здесь? Тыквы-бомбы отскакивают один раз и взрываются при каждом отскоке, либо повышает количество проклятых стрел на 25%. Ну вот опять же, не могу ничего сказать по этому поводу. Эва нет, нету ни Эва, нет ни жетонов по тыкве. Все это в любом случае нужно будет проверять. Но вот так вот не впопад, просто вот не раздумывая, я бы отдал предпочтение левой стороне. Ну как-то, не знаю, больше доверия, что ли, вот эта сторона вызывает. Поэтому пока вот предположительно остановлюсь на левой стороне. Дальше, парализующий страх. Вместо того, чтобы бросать бомбы в стороны, безостановочно бросает по одной бомбе каждые полсекунды. Либо проклятые стрелы отражаются от краев экрана. Но тут уже немножко картина меняется. Тогда я бы поставил здесь правую сторону, повышает количество проклятых стрел на 25%. И дополняем первый уровень тем, что проклятые стрелы отражаются от краев экрана один раз. Больше проклятых стрел, больше отражений, ну и соответственно больше будет урона. По логике. Здесь у нас глобальное усиление на то, чтобы увеличить наш с вами урон. В принципе, это тоже стандартно. Ну, жалко, что 1,025, 25 тысячных, но все равно по крупицам, по чуть-чуть, все это собирается у нас в огромные цифры, числа точнее. Взрывное пугало. Страшное взрывное пугало, которое питается, ну в принципе это мы с вами читали, тем сильнее эффект. И вот здесь пугало замедляют врагов в радиусе действия на 50%, то есть левая сторона у нас идет на защитную сторону больше, то есть контроль. Будем замедлять врагов и, соответственно, не подпускать их к себе, либо пугало не взрываются, а вместо этого каждые четверть секунды испускают волну, наносящую 25% урона. Ну и здесь, в принципе, все логично. То есть, если нам нужен урон, то мы с вами берем правую сторону. Если нам нужно хоть как-то себя обезопасить от чего-либо, там в башне, например, я не знаю, есть ли такие игроки, которые за пугало, за тыкву точнее. Если такие игроки, которые за тыкву играют башню, то тут уже, скорее всего, будет именно актуально будет именно левая сторона.
Так, ну и по традиции, давайте с вами пойдем. Куда? Мы с вами пойдем в подземелье, потому что в остальных режимах в принципе ловить нечего, там неинтересно. То есть обычные сложные главы. Я еще могу понять, там кто-то тестирует урон, и урон в секунду можно там проверить, потому что мобов там огромное количество. Но для нас это с вами долго, нудно, нам это не интересно. И вот такой вот режим подземелья нас в этом плане с вами выручает. Так, погнали. Сейчас посмотрим, что у нас здесь вообще получится, какие показатели будут. Сейчас мы с вами обязательно включим режим видимости. Не успел на паузу нажать, ничего страшного. Так, давайте в первую очередь будем стараться обновлять нашу с вами пушку, а именно призрачный лук. Плюс 1 снаряд, плюс 33% к урону. Окей, так, настройки, видимость. Включили, выключили. Так, скорость игры. Призрачный лук. Ну вот, не знаю, есть смысл. Ну ладно, давайте возьмем. В принципе, перезарядку давайте прибавим. О, вокруг него тоже там что-то летает еще. Так, кинжал рассвета, конечно, выгодно взять здесь, но смысла нет, потому что сейчас просто мы ничего не увидим. Давайте броню возьмем. Так, ну и в общем-то что у нас? Бросает тыквы. Что-то у них тут прям смрад какой-то идет от них. Непонятный. Куча всего. Вот чем-то капканщика напоминает. У того тоже со всех щелей. Там динамит этот вылетает, капкан, плюс эти крестовины он бросает. Не помню, как они называются. Так, ладно, клык возьмем. Клык нам в этом плане точно не помешает. Скорость перезарядки у нас сокращается. Ага, то есть он, получается, вот эти тыквы бросает. Тыквы бросает в ряд. То есть он как бы защищает себя. Ну, прикольно. Необычно, конечно, интересно. Столько всего вокруг него летает. И я так понимаю, они... Не могу понять, от чего они пропадают, или они сами по себе пропадают. Плюс он вот и стрелы еще эти выпускает. Ну-ка, вот интересно, если за этой стрелой побежать, будет вообще толк. Она исчезает или нет? Так, давайте скорость возьмем, посмотрим, изменится что-то или нет. По-моему, ничего не меняется, смысла нет от скорости. Перезарядка. Вот перезарядка-то понятное дело, что он стреляет чаще. Ну, не знаю, вот такой вот темный рейнджер 2.0. Тут, конечно, еще бы поиграть, посмотреть. 50% урон плюс 2 снаряда. Сложно что-то сказать. Вот, ну, не понимаю, для чего, в каких режимах он нам пригодится. Ну, скорее всего, да, просто персонаж нужен нам с вами для того, чтобы... Ну, обычные сложные главы, вы, понятное дело, за него пройдете там в этом плане. Все легко и просто, там за кого угодно можно играть, и проблем никаких не будет, если знать, как это все правильно делать. Ну, не вижу я его нигде, ни в каких режимах. Может быть, потом что-то у него и откроется. Может быть, просто из-за того, что он голый, нулячий, но Эва нету, поэтому так тяжело это все сейчас воспринимать. Но потенциал, мне кажется, есть. Можно попробовать его там потом где-то применить в каких-то режимах. Да и, в принципе, и в кошмаре можно будет это делать, если у него замедление стоит. Но какой ценой? Скорее всего, к тому моменту, когда вы сделаете тыкву 5 уровень в кузнице, ему когда откроете, у вас уже кошмар, я думаю, будет пройден.
Ну, тыквы бросает, вокруг него летают. Зеленый вот этот тоже непонятно. Вроде, конечно, наверное, не стоило эти дротики брать. Но потенциал есть. Можно попробовать его покачать, можно попробовать посмотреть. Но вот просто хочу подвести итог. В целом, он нужен нам с вами для того, чтобы просто увеличить количество добываемых сфер. Баварец нам в этом плане скажет огромное-огромное спасибо. Поэтому, если есть возможность тыкву открыть, открываем, прокачиваем и наслаждаемся тем, что показатель сфер, играя за баварца, у нас с вами просто вырос. И пользуемся этим. Фармим сферы, прокачиваем героев, и все у нас с вами будет хорошо. Ну вот такой вот у нас обзор получился. Первый обзор, впечатление от героя, точнее первое впечатление, обзор и так далее. Делайте выводы, принимайте для себя решения. Если открыли тыкву, то поздравляю, молодцы. Если не открыли, то обязательно любой ценой старайтесь его открыть. Всем огромное спасибо, кто посмотрел. Всем пока-пока.